Ваши двери. Если на пути к цели приходится постоянно преодолевать препятствия, значит либо цель выбрана чужая, либо вы идете к цели через чужую дверь. Единственная вещь в жизни, которую можно считать важной, это определение своей цели и двери. Стремясь к чужим целям, вы можете потратить всю жизнь и ничего не добиться. Нет ничего печальнее признания, что все усилия потрачены даром и жизнь не удалась. Маятники приучили людей делать то, что необходимо, и притом принимать это как должное. Стереотип вынужденной необходимости доведен до абсурда. Можно подумать, будто жизнь – это срок, который все должны отбыть, или трудовая повинность, которую все обязаны отработать. Человек так привыкает к необходимости, что истинные наклонности души задвигаются в самый дальний угол сознания, до лучших времен. Но жизнь кончается, а лучшие времена так и не наступают. Счастье постоянно маячит где-то в будущем. Ложный стереотип утверждает, чтобы это будущее наступило, его надо завоевать, заработать, добиться. Люди часто отказываются от любимого дела по материальным соображениям. Дела подразделяются на увлечение и, собственно, работу, которая должна приносить доход. Наряду с постановкой ложных целей вынужденная необходимость является еще одним методом маятников в их попытках увести человека подальше от его стези. На самом деле даже на хобби можно хорошо зарабатывать, если это ваша цель. Если вы вынуждены отказываться от любимого дела лишь потому, что оно не приносит доход, тогда следует четко определить, имеет ли это дело отношение к избранной душой цели. Превратит ли ваше любимое дело вашу жизнь в праздник или нет? Если это дело нельзя отнести к вашей цели, значит нельзя сказать определенно, принесет оно доход или нет. Но если вы уверены, что это она самая, тогда ждите в своей жизни появления атрибутов комфорта. Когда цель совпадает с дверью, человеку нет необходимости беспокоиться о материальном достатке, у него и так все будет, если он этого захочет. Однако ложный стереотип вынужденной необходимости не дает человеку полностью посвятить себя своей цели. Подтверждением тому служит множество примеров. Живет такой чудак, ходит как все на необходимую работу, а в свободное время творит или изобретает. Ему и в голову не приходит, что его творение можно дорого продавать. Он живет в бедности с абсолютным убеждением, за кусочек хлебца нужно упорно трудиться. А его увлечение – это так, для души. Понимаете, что происходит? Человек батрачит на какого-то дядю все основное время своей жизни, дескать, это необходимо для поддержания существования. А душа получает крохи, оставшиеся от основного рабочего времени. Так для кого живет человек? Для того дяди. Если ваша цель совпадает с вашей дверью, вы разбогатеете на своем хобби. Достижение цели притянет за собой исполнение всех остальных желаний, причем результаты превзойдут все ожидания. Можете не сомневаться, в этом мире все, что сделано с душой, стоит очень дорого. Продукты чистого разума, напротив, ценятся невысоко. Как вы знаете, подлинные шедевры рождаются в единстве души и разума. На пути к цели вы будете создавать шедевры, если не позволите маятникам увести вас в сторону. В этом случае все просто, вам нужно лишь спокойно следовать своей стезей и не поддаваться на их уловки. Рано или поздно вы добьетесь грандиозного успеха. Несколько сложнее обстоит дело в случае, если цель и дверь не совпадают. Хотя прежде чем прийти к такому заключению, очень хорошо подумайте. Ваша цель не может сильно усложнить вам жизнь. Наоборот, избрав цель, вы тем самым значительно упростите себе жизнь и избавитесь от массы проблем. Не спешите с выбором двери. Была бы решимость иметь, а дверь найдется. Если вы четко не представляете, где находится ваша дверь, работайте со слайдами и расширяйте зону комфорта. Отбросьте важность, откажитесь от желания достигнуть цели. Как только вы позволите себе иметь, внешнее намерение предложит вам подходящий вариант. Ваша дверь является тем путем, который приведет к вашей цели. После того, как вы определили свою цель, задайте себе вопрос, каким образом эта цель может быть достигнута. Внешнее намерение рано или поздно раскроет перед вами различные возможности. Ваша задача состоит в том,
чтобы найти среди них именно свою дверь. Рассмотрите все возможные варианты. Каждый вариант необходимо подвергнуть тесту на состояние душевного комфорта. Здесь можно руководствоваться теми же принципами, что и при выборе цели. Допустим, ваша цель подразумевает, что вы являетесь хорошо обеспеченным человеком. Тогда необходимо определиться, с помощью чего вы станете обеспеченным. Ведь деньги приходят не просто к человеку, а к тому, что он из себя представляет. Это может быть звезда шоу-бизнеса, крупный промышленник, финансист, выдающийся специалист, наследник, наконец. Так кем вы хотите стать? Нужно найти именно свой путь к богатству, то, к чему лежит ваше сердце. К чему оно лежит, необходимо спросить у души, а не у разума. Разум является продуктом социума, а социум держится на маятниках. Социум говорит: стань знаменитостью, политиком, богатым — это престижно. Но так как ваше личное счастье для маятника не представляет интереса, он вам не поможет определить нужную нишу в этой жизни. Разум и знакомые подсказывают вам, что надо искать высокооплачиваемую работу, например, юриста. Все говорят: став квалифицированным адвокатом, вы будете зарабатывать кучу денег. Конечно, очень хочется зарабатывать много денег, но эта дверь может оказаться чужой. Через нее вы попадете совсем не туда. Если цель выбрана правильно, тогда дверь откроет такие возможности, о которых вы и не мечтали. Предположим, ваши запросы — это свой дом, машина, хорошая зарплата. Войдя в свою дверь, вы получите столько, что ваши прежние запросы покажутся просто смешными. Но для этого необходимо не ошибиться в выборе своей двери. Не торопитесь и не пожалейте времени на выбор. Вы потратите намного больше времени и усилий впустую, если поспешите и сделаете ошибочный выбор. На определение целей двери могут уйти месяцы. В течение этого времени вам потребуется соблюдать своего рода пост безупречности, по возможности неукоснительно следовать основным принципам трансерфинга. Вы с ними уже знакомы. В первую очередь это осознанность. Надо отдавать себе отчет о мотивах последующих действий. Действуете ли вы осознанно, понимая правила игры, или безвольно подчиняетесь маятнику? Следите за уровнем внутренней и внешней важности, размышляя о вашей цели и двери так, как будто вы уже имеете. Нет никакой престижности, недоступности и необходимости. Отбросьте всякую важность. То, что вы имеете, для вас обыкновенно. Заранее смиритесь с возможной неудачей. Получится хорошо, а не получится, значит, это не ваше, и горевать не о чем. Позвольте себе ошибаться. Отведите в своей жизни место для поражения, пусть оно будет под присмотром. Более того, из дальнейшего изложения вы узнаете, что досадная неудача является вовсе не поражением, а просто очередной вехой на пути к цели. Найдите для данной двери страховку, замену. Не отказывайтесь сразу от прежней двери, не сжигайте за собой мосты, действуйте осмотрительно. Не ставьте все на одну карту. Оставьте себе запасные пути. Не прекращайте крутить в мыслях слайд вашей цели. Тем самым вы расширяете зону комфорта и настраиваетесь на частоту целевой линии. Внешнее намерение само подбросит вам необходимую информацию. Чтобы не пропустить эту информацию, вставьте в свою голову слайд поиска вашей цели и двери. Пропускайте все данные из внешнего мира через этот слайд. Оценивайте, подходит вам это или нет. Слушайте при этом шелест утренних звезд, а не разум. Следите не за тем, что вы об этом думаете, а за тем, что вас при этом гнетет или окрыляет. Обращайте внимание на отношение души к любой информации. В определенный момент она встрепенется и воскликнет: «Это именно то, что нужно». И снова не торопитесь. Расширяйте зону комфорта и настраивайте свои мысли на целевую линию до тех пор, пока цель и дверь не оформятся в ясную концепцию. Вы должны прийти к четкому заключению: «Да, я этого хочу, и это превратит мою жизнь в праздник». Ваша душа поет, а разум удовлетворенно потирает руки. Если душа уже поет, а разум еще сомневается, снова расширяйте зону комфорта. Это позволит вам взломать мешающий ложный стереотип недоступности и нереальности. Знаете, почему дверь кажется неприступной?
потому что она заперта на ложный стереотип недоступности, который сидит в вашем разуме. Когда вы взломаете стереотип, дверь откроется. Я не призываю верить мне, или себе, или кому-нибудь еще. Вы никогда не заставите разум поверить. Разум безоговорочно принимает только факты. Так вот, чтобы дверь стала для разума реальной, вы должны перейти на целевую линию жизни. А сделать это можно только с помощью целевого слайда. В начале вашей линии цель еще только впереди, но пути ее достижения для разума уже реально видны. Убеждать себя и бороться со стереотипом бесполезно. Взлом стереотипа заключается совсем не в этом. Он рухнет сам, когда внешнее намерение покажет вам новые возможности на целевой линии. Поэтому обращаю ваше внимание, не пытайтесь себя убедить и не боритесь со стереотипом. Все, что вам нужно, это систематически крутить в мыслях целевой слайд. Это не пустые умозрительные упражнения, а конкретное движение к цели. Не забывайте, что материальная реализация инертна, и внешнее намерение не может выполнить заказ мгновенно. Вам понадобится терпение. А если терпения не хватает, значит вы страстно желаете скорейшего достижения цели. Тогда начинайте сначала и снижайте важность. Вы желаете, значит сомневаетесь в реальности достижения. Снова расширяйте зону комфорта до тех пор, пока не увидите, что открываются реальные перспективы. Маятники могут замаскировать вашу дверь под покровом ложной незначительности и низкой ценности. Все, что вы умеете делать легко, непринужденно, с охотой, имеет значение и ценность. У вас нет ни одного незначительного достоинства. Любая глупость, которая для вас характерна, а в рамках стереотипов не имеет никакой ценности, может служить ключом к нужной двери. Попробуйте спроецировать свое характерное несерьезное качество на серьезные двери. Например, если у вас репутация шута Горохового, тогда, может быть, вы могли бы стать великолепным комиком. Если все говорят, что с вас никакого толку, только и умеете наряжаться и прихорашиваться, возможно, ваша дверь ведет к профессии топ-модели, визажиста или модельера. Если вас раздражает реклама и вы любите ворчать, что она делается неправильно, и рекламу надо преподносить совсем по-другому, это не просто ваше недовольство, а скрытое желание проявить свои способности в данной области. Я перечислил частные примеры. Личное никчемное качество может проявить себя совершенно неожиданным образом. Вам это откроется, если отвернетесь от маятников и повернетесь к своей душе. Подумайте, если вы действительно совершаете свои глупые действия, непринужденно и с охотой, значит это должно иметь какое-то значение. Все сказанное относится к процессу выбора двери. Но допустим, вы уже и так на пути к выбранной цели. Тогда есть один способ определить, та ли это дверь. Если вы на пути к цели устаете, теряете энергию, выбиваетесь из сил, значит это не она. Наоборот, если вас охватывает вдохновение, когда вы занимаетесь делом, которое приближает вас к цели, можете смело считать это дело своей дверью. Отличить подлинную дверь можно еще одним способом. Чужая дверь может прикидываться вашей, она вроде как открывается перед вами, но в самый решающий момент захлопывается перед носом. Получается, что на пути через чужую дверь вроде все идет нормально, но в конечном итоге в самом главном вас постигает неудача. Если такое случалось, значит вы шли через чужую дверь. В этом проявляется коварство маятников, которые специально открывают общедоступные двери, чтобы заманить туда побольше приверженцев. Как правило, возле ваших дверей никто не толпится. Но даже если вы встретили много желающих пройти через нее, все сразу же расступаются, и вы проходите свободно. Общедоступные двери открыты для всех, но проходят через них немногие. Вспомните еще раз, как маятники создают мифы успешной карьеры звезд и стараются подчинить всех правилу «делай, как я». Люди, увлеченные миражом, ломятся все вместе в одну и ту же дверь, в то время как их собственные двери стоят рядом совершенно свободные. Однако перед вами может закрыться и эта дверь, если вы грубо нарушили закон равновесия. Например, цель имеет для вас слишком большую значимость, и все поставлено на одну карту. Эту дверь можно открыть снова, если снизить значимость.
Об этом мы поговорим в конце данной главы.